В этом видео вы узнаете, что такое зеркала Козырева и почему современная наука пытается любыми методами опровергнуть результаты удивительных экспериментов. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Чтобы понять, как Николай Александрович пришел к идее создания таких зеркал, которые имеют особые свойства, обратимся к биографии ученого и изучим, какими проблемами науки он занимался. Николай Александрович Козырев, доктор физико-математических наук, астрофизик, занимался исследованием физики звезд, изучал планеты и Луну. В сентябре 1969 года получил именную золотую медаль от Международной академии астронавтики за открытие лунного вулканизма. Один из самых интересных вопросов, который интересовал Козырева, был интерес к теме энергии звезд. В попытке разобраться в данной теме и понять, откуда небесные светила берут столько энергии, он создал свою оригинальную теорию времени и наделил время физическими свойствами. Он считал, что выделение энергии в звездах не может объясняться термоядерными реакциями и пытался применить для объяснения этого процесса свою теорию. Изучая книгу, которая содержит много статей ученого «Избранные труды», я понял, что его теория времени, с которой многие люди ассоциируют ученого, не просто теоретический рассказ, а вполне реальный результат умственной работы Николая Александровича. Результат не только рассуждений, но и многочисленных опытов, одним из которых и есть опыт с зеркалами. Козырев имел свое видение того, что из себя представляет время, и считал, что звезды имеют некий механизм, которым превращают время в другие виды энергии. Согласно его теории, время имеет физические свойства, а значит, с ним можно проводить опыты, как с любым другим химическим элементом из периодической таблицы Менделеева. Как вы уже, наверное, догадались, зеркала Козырева – это эксперимент, в котором ученый проверял, как можно управлять частицами времени. Вот только даже сам Козырев не мог себе представить, какими будут результаты его экспериментов, и тем более не представлял, как эти результаты будут восприняты мировым научным сообществом. Для того, чтобы понять, что именно нашел ученый, рассмотрим сам опыт с зеркалами и то, как все происходило. Зеркало Козырева – это спиральная цилиндрическая конструкция из вогнутых алюминиевых секций. Для проведения опыта использовалось две одинаковые таких конструкции, которые размещались на большом расстоянии в разных лабораториях. В каждую конструкцию помещался человек, одному из них показывали таблички с разными иероглифами, а второй человек записывал эти символы на чистый лист, который ему давали. При этом самым необычным было то, что тот человек, который согласно эксперимента должен был фиксировать символы, начинал их записывать за некоторое время, до того, как первый начинал их читать. Учитывая тот факт, что совпадение символов было на уровне 80-90%, говорить о случайности такого результата невозможно. Согласно теории времени Козырева, наличие частиц времени предполагает, что есть некая среда, пространство, в котором эти частицы распространяются и структурируются. Наличие такого пространства объясняет, что в нем может передаваться информация, некое информационное пространство планеты. Я уже снимал ролик на тему, где хранится память человека, ссылку на него оставлю в описании к этому видео. Но вот как объяснить тот факт, что информация появляется еще до того, как ее начинает транслировать оператор? Как планете известно, что именно эти символы будет читать человек, ведь их никто заранее не знал. На первый взгляд может показаться, что ничего особого нет. Очередной опыт, который не может объяснить современная наука. Только вот глубина проблемы очень большая. А если Козырев был прав, и звезды на самом деле питаются энергией времени, почему нам, людям, не использовать эту энергию? Зачем сжигать нефть, газ и другие природные ресурсы, если можно направить науку на изучение альтернативных источников? Ответ очевиден. Наука давно состоит на службе у мировых корпораций, и если даже найдется ученый, который проявит смелость проводить неудобные опыты этим корпорациям, сразу начнутся преследования такого ученого. Так что рассчитывать на то, что современная наука сможет добиться прорыва в понимании данного вопроса, пока не приходится. Тем не менее, есть группа ученых, которая очень далеко продвинулась в изучении данного вопроса.
И результаты проведенных опытов выходят за рамки общепринятого мировоззрения, объясняя подробно не только результаты опытов с зеркалами Козырева, но и другие физические законы нашего мира. Если вы хотите узнать, как устроена наша планета и Солнечная система, переходите по ссылке в описании к этому ролику и оставляйте заявку на базисный курс. Благодарю за просмотр, до скорой встречи!